Нанесли удар по каждой военной цели на иранском острове Харг, заявил Дональд Трамп. Это территория ключевой нефтяной экспортный терминал Ирана в Персидском заливе. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, в войну втянуть не позволят. И это после 3 иранских баллистических ракет, сбитых над Турцией. Остров Свободы пал, Куба пошла на переговоры с правительством США. Российские спецслужбы создали новое секретное подразделение для операций за рубежом, для выполнения особо важных заданий. Топливный кризис уже ощутим. В Таиланде из-за нехватки топлива советуют экономить бензин, выключать кондиционер и раздеваться. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп в пятницу 13 марта заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по каждой военной цели на иранском экспортном нефтяном узле, острове Харг. Несколько минут назад, по моему приказу, Центральное командование США провело один из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на главной гордости Ирана – острове Харг. Наше оружие – самое мощное и самое современное из всех, что когда-либо существовали в мире, но по соображениям приличия я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако если Иран или кто-либо другой попытается помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение. Во время моего первого срока и сейчас я восстановил нашу армию и сделал ее самой смертоносной, мощной и эффективной силой в мире. У Ирана нет возможности защитить что-либо, что мы захотим атаковать. Они ничего не могут с этим сделать. Иран никогда не получит ядерное оружие и не сможет угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, если уж на то пошло, всему миру. Иранским военным и всем, кто связан с этим террористическим режимом, было бы разумно сложить оружие и сохранить то, что осталось от их страны, а осталось не так уж много. Остров Харг – ключевой нефтяной экспортный терминал Ирана в Персидском заливе. Именно через него проходит большая часть иранской нефти, отправляемой на мировой рынок. На остров по трубопроводам поступает нефть с крупнейших месторождений страны, включая Ахваз, Марун и Гачсаран. Здесь сырье хранится, перерабатывается и загружается на танкеры, которые затем направляются к покупателям по всему миру. По оценкам аналитиков, через Харг проходит значительная доля нефтяного экспорта Ирана, что делает остров одним из важнейших энергетических узлов Ближнего Востока. Близость острова к Ормузскому проливу, одному из главных маршрутов мировой торговли нефтью, придает ему особое стратегическое значение. Любые события вокруг Харга могут напрямую влиять на глобальные поставки нефти и мировые цены на энергоресурсы. По дороге во Флориду Трамп также пообщался с журналистами. Он отметил, что цели Соединенных Штатов и Израиля в войне против Ирана могут немного отличаться. Господин президент, когда ВМС начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив? Это произойдет скоро, очень скоро. Вы разговариваете с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и совпадают ли ваши цели в плане окончания войны? Ну, думаю, они могут немного отличаться. Это другая страна, чем наша. Но он вам скажет, никогда не было такой силы, как сила Соединенных Штатов. Я построил нашу армию в свой первый срок. Как долго, по вашему мнению, может продолжаться эта война? Я не могу вам этого сказать. У меня есть свое мнение. Но какой в этом смысл? Это будет длиться столько, сколько потребуется. Они сильно ослаблены. Страна в плохом состоянии. Все рушится. Также Трамп заявил, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум не должна была отказываться от предложенной им помощи в борьбе с торговцами запрещенных средств. Господин президент, вы написали пост о том, что Клаудия Шейнбаум отказалась от вашей помощи в Мексике. Каков ваш план в отношении Мексики? Ну, ей не следовало отказываться от моей помощи. Я предложил избавиться от картелей в Мексике, и по какой-то причине она не хочет этого делать. Мне она очень нравится, но она должна избавиться от картелей, потому что нравится нам это или нет, картели управляют Мексикой. Мы не можем этого допустить. Спасибо. Куба начала переговоры с Соединенными Штатами на фоне тяжелого экономического и энергетического кризиса. О начале контактов с Вашингтоном сообщил президент страны Мигель Диас-Канеля в обращении к гражданам, которое показало государственное телевидение. По его словам, цель переговоров – попытаться снизить напряжение между двумя странами и обсудить накопившиеся разногласия. В соответствии с последовательной политикой, которую кубинская революция отстаивает на протяжении всей своей истории, и под руководством генерала армии, исторического лидера нашей революции, а также под моим руководством и при участии высших структур партии, государства и правительства,
Кубинские представители недавно провели переговоры с представителями правительства Соединенных Штатов. Эти разговоры были направлены на поиск решений через диалог по поводу двусторонних разногласий между нашими странами. Существуют международные факторы, которые способствовали проведению этих контактов. Цель переговоров – прежде всего определить, какие двусторонние проблемы требуют решения, исходя из их серьезности и последствий, а также найти пути их урегулирования. Кроме того, речь идет о том, чтобы понять, готовы ли обе стороны предпринять конкретные шаги в интересах народов двух стран, а также определить сферы сотрудничества для противодействия угрозам и обеспечения безопасности и мира наших государств, а также региона, в котором мы живем, Латинской Америки и Карибского бассейна. Следует помнить, что руководство кубинской революции никогда не отвечало и не отвечает на спекулятивные кампании по подобным вопросам. Этот процесс развивается как часть очень чувствительного и сложного диалога, который ведется серьезно и ответственно, поскольку он затрагивает двусторонние отношения между нашими странами и требует значительных усилий для поиска решений и создания пространства для взаимопонимания, которое позволит двигаться вперед и уйти от конфронтации. В ходе этих контактов кубинская сторона заявила о готовности вести этот процесс на основе равенства и уважения к политическим системам обоих государств, к суверенитету и праву наших народов на самоопределение. Мы также подчеркнули принцип взаимности и соблюдения международного права. Диалог начался на фоне резкого ухудшения ситуации на острове. После того, как США прекратили поставки венесуэльской нефти и усилили давление на страны, продающие топливо Кубе, остров столкнулся с серьезным дефицитом энергии. По данным властей, уже несколько месяцев страна практически не получает топлива. Запасы дизеля и мазута резко сократились, что ударило по работе электростанций. Во многих районах Кубы происходят длительные отключения электричества. В столице Гавани свет могут отключать до 12 часов в сутки. Кризис затронул и повседневную жизнь. Жители сталкиваются с ростом цен, нехваткой топлива и дефицитом лекарств. В некоторых городах уже проходили акции протеста. В Вашингтоне считают, что договоренности между странами могут быть достигнуты сравнительно быстро. В Организации Объединенных Наций выразили поддержку продолжающимся переговорам между Кубой и Соединенными Штатами. Мы знаем о сообщении о переговорах между правительством Кубы и Соединенными Штатами. Могу сказать, что мы очень приветствуем диалог как средство мирного урегулирования двусторонних споров. Генеральный секретарь также воодушевлен новостью о том, что кубинское правительство освободило 51 заключенного. Несколько дней назад у нас здесь был постоянный координатор из Кубы. Могу также сказать, что мы по-прежнему серьезно обеспокоены ситуацией на Кубе, где невозможность импортировать топливо оказывает очевидное негативное влияние на систему здравоохранения, а также на доступ к продовольствию и воде. Думаю, мы уже давали вам обновление по этому вопросу ранее на этой неделе. Со своей стороны, мы также работаем с партнерами и властями, чтобы понять, как можем помочь наиболее уязвимым людям. В этом контексте мы хотели бы, чтобы государства-члены ООН увеличили гуманитарную помощь и взносы, чтобы гарантировать, что помощь поступает на Кубу беспрепятственно. Тем временем в порт Гаваны прибыли мексиканские корабли с гуманитарной помощью. На борту продукты, молоко, бобовые, а также медикаменты и средства гигиены. Это уже третья партия помощи, отправленная Мексикой на фоне острой нехватки топлива и товаров на Кубе. Израиль продолжает наносить удары по Бейруту и его окрестностям. Вечером 13 марта на горизонте столицы были видны взрывы и столбы дыма. Несколько детонаций прогремели в южных пригородах города в течение нескольких часов. По данным ливанских властей, с начала эскалации 2 марта в результате израильских ударов погибли сотни людей. Разрушения зафиксированы в разных районах Бейрута. В северном пригороде Бурдж-Хамуд беспилотник повредил жилой дом. В районах Бачура и Зукак-Аль-Блат, рядом с правительственным кварталом, повреждены здания, автомобили и магазины. Местные жители разбирают завалы и убирают разбитые стекла. Израиль также нанес удар по мосту Зарария через реку Литани на юге Ливана. Израильская армия заявила, что мост использовался боевиками Хезболлы для перемещения между севером и югом страны. Ливанские власти и международные наблюдатели выражают обеспокоенность ударами по инфраструктуре. На фоне боевых действий ухудшается гуманитарная ситуация. Сотни тысяч людей покинули свои дома. В центре Бейрута, на площади Мучеников, появились палаточные лагеря для перемещенных жителей, многие из которых говорят, что не получают достаточной помощи. Эскалация началась 2 марта, когда Хезболла обстреляла Израиль, заявив, что это месть за убийство верховного лидера Ирана в начале американо-израильской войны против Ирана. На фоне растущего конфликта в Ливан прибыл генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Когда я был Верховным комиссаром по делам беженцев, я видел щедрость ливанцев, принимающих так много сирийцев, так много палестинцев. И сегодня мне действительно больно видеть, как сильно страдает ливанский народ. 800 тысяч перемещенных лиц, 1500 погибших – ситуация абсолютно драматическая. И мое послание очень ясное.
Мы должны остановить эту войну. Более 816 тысяч человек были перемещены внутри Ливана, и более 90 тысяч человек, в основном сирийцы, но также и ливанцы, пересекли границу и направились в Сирию. Агентство ООН и гуманитарные партнеры тесно сотрудничают с национальными властями, чтобы срочно реагировать на ситуацию, предоставляя горячую пищу, безопасную питьевую воду, гигиенические принадлежности и другие предметы первой необходимости. Эти усилия спасают жизни, но им требуется значительно больше поддержки. Экстренный призыв о помощи, который мы запускаем сегодня, позволит поддерживать и расширять жизненно важную помощь в течение следующих 3 месяцев, включая продовольствие, чистую воду, медицинскую помощь, образование, защиту и другие важные услуги. Его успех зависит от быстрого и гибкого финансирования, а также от обеспечения безопасного доступа гуманитарных работников к тем, кто больше всего нуждается в помощи. Тем временем лидер Хезболлы Наим Кассем заявил, что угрозы Израиля убить его являются бессмысленными. Мы подготовились к долгому противостоянию, и они будут удивлены на поле боя. Угрозы врага нас не пугают, и враг увидит нашу мощь. Я вчера услышал, что Нетаньяху угрожает убить меня, предполагая, что такая угроза может меня напугать. Нетаньяху, имам Али, мир ему, сказал, назначенный человеку срок – достаточная защита. Это означает, что меня защищает мой назначенный срок. Когда этот срок приходит, никто не может его предотвратить, а когда он еще не пришел, никто не может его приблизить. Поэтому твоя угроза бессмысленна и ничего не стоит. Фрагменты иранских ракет упали в жилом районе израильского Ришон-Ле-Цион. Повреждены автомобили и инфраструктура, на месте работают полиция, пожарные и саперы. За ночь зафиксировано 7 мест падения ракет. Пострадавших нет. В Тель-Авиве в небе над городом видны ракеты, запущенные со стороны Ирана. В городе звучат сирены воздушной тревоги, слышны взрывы. После иранского ракетного удара над городом поднимаются клубы дыма, возникли пожары. На месте работают пожарные и полиция. В небе замечены вертолеты. В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. Сообщений о пострадавших нет. В Бейт-Даган иранская ракета вызвала пожар. Пожарные тушат огонь, на месте работают полиция и медики. По данным властей, пострадавших нет. В результате ракетного обстрела Хезболлы поврежден дом в небольшом населенном пункте на границе с Ливаном. Ранена одна женщина. Здание используется для пожилых жителей и расположено рядом с детскими учреждениями. Поблизости видна бронетехника армии Израиля на территории Ливана. Поддерживаемые Ираном шиитские группировки в регионе усиливают атаки на фоне обострения войны между Ираном, США и Израилем. Речь идет о так называемой оси сопротивления – сети союзных Тегерану вооруженных движений на Ближнем Востоке. В Ливане Хезболла и иранские силы впервые одновременно нанесли ракетный удар по Израилю. По данным израильских военных, ливанская группировка выпустила около 200 ракет и десятки беспилотников. Большинство из них было перехвачено системой противовоздушной обороны. Израиль в ответ наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане, включая финансовую инфраструктуру движения. Последняя операция привела к новым разрушениям в Бейруте и усилила напряженность на ливано-израильской границе. Параллельно активизировались и проиранские вооруженные группы в Ираке. За последние дни они увеличили число атак беспилотниками и ракетами по объектам США. Под ударами оказались американские базы, дипломатические объекты, а также энергетическая инфраструктура, где работают западные компании. Среди целей – нефтяные месторождения на юге и севере Ирака. Один из ударов вызвал пожар и остановку добычи нефти. Вашингтон заявляет, что решительно осуждает атаки поддерживаемых Ираном вооруженных групп. Еще одним возможным участником конфликта остаются йеменские хуситы. Они обладают возможностями для атак на судоходство и энергетические маршруты, включая район Ормузского пролива и Красного моря. Однако пока группировка официально не вступила в войну. Аналитики отмечают, ось сопротивления ослабла после войны в Газе, ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы и падения режима Башара Асада в Сирии. Тем не менее, союзные Ирану группировки по-прежнему способны координировать удары и расширять конфликт по всему региону. По мнению экспертов, будущее этой сети зависит от исхода противостояния вокруг Ирана. Если иранский режим сохранится, прокси-группы могут восстановить силы и продолжить давление на противников Тегерана в регионе. Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминеи получил ранение во время недавних ударов по территории страны. По его словам, пока не ясно, были ли эти ранения вызваны американским авиаударом. Представители администрации сообщили нам, что новый верховный лидер Ирана получил ранение. Это произошло в результате удара США? На самом деле это не совсем ясно. Там сейчас, очевидно, очень хаотичная обстановка.
Израиль наносит удары. Соединенные Штаты также наносят удары по ряду целей. Мы знаем, что он ранен. Мы не знаем, насколько серьезно, но знаем, что он ранен. Господин вице-президент, после удара по школе, вносят ли США какие-то изменения в выбор целей, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения в Иране? Прежде всего, нужно завершить расследование. Прежде чем что-то делать, нужно понять, что именно произошло. Я не думаю, что мы полностью понимаем, что там случилось. Президент ясно дал понять, что хочет полного расследования, и именно этим мы сейчас занимаемся. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не позволит втянуть себя в войну между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами, но готова к любым угрозам после того, как была перехвачена третья иранская баллистическая ракета, направленная в сторону Турции. Как правительство, мы действуем очень осторожно в отношении заговоров, ловушек и провокаций, которые пытаются втянуть нас в войну. Мы сосредотачиваемся не на той части событий, которая видна, а на том, что скрыто за кулисами. Не исключаем ни одной возможности и ни одного сценария. Мы анализируем и проверяем все до мельчайших деталей. В этом процессе, как это было прошлой ночью, мы также принимаем необходимые меры предосторожности против любых угроз, нарушающих наше воздушное пространство. США перебрасывают на Ближний Восток экспедиционное подразделение морской пехоты, так называемый МИЮ. Это мобильная группа быстрого реагирования, которая обычно насчитывает около 2200 морских пехотинцев и действует с десантных кораблей. По данным американских чиновников, приказ на переброску одобрил министр войны США Пит Хексет после запроса Центрального командования. В регион направляют 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты. Обычно оно базируется в Японии и работает в Индо-Тихоокеанском регионе. Подразделение размещено на 3 десантных кораблях ВМС США. В его составе есть авиация, истребители F-35 и конвертопланы MV-22 «Оспрей». Причина переброски – атаки Ирана в районе Ормузского пролива. Из-за ударов по судоходству движение через один из главных нефтяных маршрутов мира оказалось серьезно нарушено. Американские военные подчеркивают, что речь не идет о подготовке наземной операции против Ирана. Подразделения направляют как усиление на фоне роста напряженности в регионе. Пока в Вашингтоне спорят о роли Украины, американская армия делает выводы из ее войны, пишет издание Bloomberg. США отправили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков. Технологии, которые прошли проверку именно в Украине. Их задача — избивать иранские беспилотники, которыми Тегеран атакует базы США и союзников. Причина проста. Классическая ПВО слишком дорогая для такой войны. Ракета «Патриот» стоит миллионы долларов, а иранский «Шахед» — десятки тысяч. Поэтому Пентагон ищет дешевые способы сбивать дешевые цели. И украинский опыт оказался одним из самых практичных. Ирония в том, что еще недавно Киев предлагал США о сотрудничестве по таким дронам. Но администрация Дональда Трампа тогда отказалась. А на этой неделе сам Трамп заявил, что Соединенным Штатам якобы не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками, потому что американские военные и так все знают о дронах. Но реальность на поле боя говорит немного другое. Иран запускает тысячи дронов по объектам США и их союзников, а системы ПВО быстро расходуют дорогие ракеты. И в итоге американская армия все чаще использует решения, которые родились в украинской войне. Потому что именно там научились сбивать дешевые дроны еще более дешевыми. Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности по защите критической инфраструктуры. Совещание прошло на фоне серии украинских ударов по российским объектам. Украина заявила об атаке ракетами Storm Shadow по заводу в Брянске, где производили компоненты для ракет. Ранее беспилотники атаковали химический завод «Акрон» в Дорогобуже и нефтяной терминал «Шесхарис» на Черном море. Также сообщалось о попытке удара по газовой станции «Газпрома», через которую газ идет по трубопроводам «Турецкий поток». На фоне атак в Москве и других городах начали ограничивать мобильный интернет. Уважаемые коллеги, добрый день. У нас в повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры. И я пригласил коллег из правительства выступить с соответствующими сообщениями. Это два вице-премьера, Александр Владимирович Новак, Виталий Георгиевич Савельев и министр Файзуллин Игорь Иванович. Пожалуйста, давайте начнем. Александр Владимирович, вам слово, прошу. Российские спецслужбы создали новое секретное подразделение для операций за рубежом. Об этом говорится в расследовании издания The Insider. По данным журналистов, структура получила условное название «Центр 795». Она появилась уже после начала полномасштабной войны против Украины и предназначена для проведения особо чувствительных операций – диверсий, похищений и ликвидаций.
В подразделение, как утверждается, вошли сотрудники ГРУ и бойцы элитных спецподразделений ФСБ, в том числе из групп «Альфа» и «Вымпел». Центр действует отдельно от других структур и может подчиняться напрямую высшему военному руководству. Одним из эпизодов, которые связывают с этой структурой, стал арест российского офицера Дениса Алимова в Колумбии. Американские прокуроры считают, что он участвовал в подготовке покушения на 2 российских оппозиционеров, покинувших страну. За их убийство, по версии следствия, предлагалось около $1,5 миллиона. Журналисты утверждают, что установили руководство подразделения, его структуру и ряд операций. По их словам, опубликованные данные впервые раскрывают детали работы новой секретной структуры российских спецслужб. Страны Евросоюза начали обсуждать с Ираном возможность частично разблокировать Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов поставок нефти и газа. По данным Financial Times, переговоры ведут в том числе Франция и Италия. Их цель – добиться безопасного прохода европейских судов и возобновить поставки энергоресурсов из стран Персидского залива. Движение через пролив резко сократилось после атак на танкеры и заявления нового верховного лидера Ирана о его закрытии. Через Ормузский пролив обычно проходит около 1/5 части мировых морских поставок нефти, поэтому ограничения уже повлияли на цены на энергоносители. Аналитики говорят, что дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти. Если поставки через этот путь окажутся под угрозой, это может привести к новому росту цен на мировом рынке. Все сейчас упирается в Ормузский пролив, и это нужно подчеркнуть 3 восклицательными знаками. Это огромный фактор. Он незаменим. Саудовская Аравия может транспортировать около 5,5 миллиона баррелей по трубопроводу Восток-Запад через свою территорию. В Объединенных Арабских Эмиратах есть нефтепровод из Абу-Даби, который позволяет обходить Ормузский пролив и выходить в Оманский залив, фактически в Аравийское море. Но все равно остается как минимум от 13 до 14 миллионов баррелей нефти, которые не могут выйти на рынок. Из Ирака, Кувейта и значительной части поставок ОАЭ. Это огромный объем нефти, который просто не может найти путь к покупателям. Самый серьезный скачок цен был в 2008 году, когда нефть поднялась выше $147 за баррель. Тогда совпали геополитические факторы, огромный спрос из Азии, особенно из Китая, и слабый доллар. Сейчас мы еще не там. Мы пока не достигли уровней примерно $130, которые были во время войны России против Украины, но мы уже приближаемся, и условия складываются так, что это может повториться. Война в Иране вызвала глобальный топливный кризис. Ормузский пролив, один из важнейших маршрутов поставок энергии, фактически закрыт для танкеров. Рост цен и дефицит нефти вынуждают страны ограничивать потребление, использовать резервы и искать новые источники поставок. Соединенные Штаты, которые ранее давили на другие страны, чтобы те не покупали российскую нефть, в четверг выдали временную лицензию на приобретение определенных российских нефтепродуктов. Австралия изымает из резервов 762 миллиона литров бензина и дизеля, чтобы помочь сельским регионам, и временно ослабила стандарты качества топлива, разрешив более высокое содержание серы в бензине. Япония планирует выпустить 80 миллионов баррелей нефти, около 45 дней из своих запасов на 254 дня, как заявил премьер-министр Санае Такаичи. Южная Корея впервые за почти 30 лет ввела потолок цен на бензин. Обычный бензин теперь стоит не более 1724 вон за литр доллара 17 центов. Индия, крупнейшая страна по населению и один из крупнейших импортеров сжиженного газа, ввела чрезвычайные полномочия, чтобы перенаправить топливо от промышленности к домохозяйствам. В Бангладеш миллионы жителей призывают снижать кондиционирование, выключать свет и ограничивать поездки. Пакистан объявил меры строгой экономии, включая закрытие школ и перевод части сотрудников на удаленную работу. Северная Корея, где и так нестабильные поставки топлива зависят от Китая и России, рискует столкнуться с дальнейшим дефицитом при росте цен. В то же время Испания, Норвегия и Китай могут выиграть благодаря крупным инвестициям в возобновляемую энергетику. А вот как с энергетическим кризисом предлагают бороться в Таиланде? Экономить бензин, выключить кондиционеры и снять пиджаки. Мы видим, что правительство призывает население экономить энергию. Во многих местах, особенно среди государственных служащих, сейчас просят работать из дома. Во многих учреждениях также повысили температуру кондиционеров от 26 до 27 градусов Цельсия. Вместо этого используют вентиляторы и открывают окна. Я также видел, как некоторые люди в социальных сетях писали, что ездят на работу вместе с друзьями. Это тоже один из способов экономии энергии. Некоторые упоминали, что носят меньше одежды, чтобы экономить энергию в этот летний период. Сейчас температура у нас почти достигает 40 градусов Цельсия, поэтому была введена дополнительная мера. Мужчинам, которые обычно носят на работу костюмы и галстуки, разрешено снимать пиджаки. Наши зрители, наверное, спросят: «А вы трое? Вы ведь все еще в костюмах?»
Так, нам их снять или нет? Давайте снимем и подадим пример. Давайте снимем, чтобы показать пример экономии энергии. Меньше одежды, и настроение лучше, и жару переносить легче. Тем, кто привык постоянно к холодному кондиционеру, теперь можно обойтись без этого. Просто установите температуру на рекомендованные правительством от 26 до 27 градусов Цельсия.